Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, таро расклад. Весенний коридор затмений с 25 марта. Узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, мы проведем с вами приятное время. И какие-то подсказки, если переложите на свою историю личную, как альтернативный вариант развития событий, вы получите. Лунное затмение 25 марта. Что это такое, по сути дела? Это отказ. Отказ от каких-то прежних наших убеждений. Или в отношениях тоже, может быть, сложилась ситуация, когда перестали вдохновлять. Может быть, это ваша концепция по работе или бизнесу, когда тоже что-то не срабатывает. Мы отказываемся не просто потому, что нас кто-то к этому принуждает. Скорее всего, самим уже неинтересно продолжать какую-то историю, а самое главное, мы хотим навести порядок в собственной жизни, и для кого-то этот порядок буквально будет означать решение материальных вопросов, или дома вы что-то будете переделывать, ремонт делать, или реструктурировать, или, может быть, просто генеральная уборка, да, и выбросить хлам из дома тоже хорошее занятие, потому что мы меняем пространство, оно меняет нас. Это правило работает на 1000%. И в последующем, 8 апреля, мы говорим, это будет солнечное затмение в знаке зодиака Овен. Какую цену вы готовы заплатить за реализацию вашего проекта? Или все отталкивается от того, что как призыв «я хочу быть счастливым» или «хочу быть счастливой». И какая цена? Может, у кого-то и буквально мы про деньги, да, и вопросы финансов для вас не на последнем месте, тогда вы будете решать, каким образом ко мне приходят деньги и что будет дальше. Но для кого-то это будет означать энергия приложенных усилий, затраченное время, на что я готов или себя где-то в чем-то ограничить, урезать, или вот эта цена, на что я в принципе к чему готов, что я готов или готова совершить, чтобы осуществить желаемое или изменить сегодняшний порядок вещей. Вот такие, с одной стороны, философские вопросы, с другой стороны, по лунному затмению вполне конкретные. Именно порядка, как будто в жизни хочется больше. Давайте мы с вами узнаем. И первые 3 карты. Общий фон коридора затмений или ваше настроение. Какие сферы жизни, может быть, затронутся более, мы говорим, судьбоносные изменения, да, где будут судьбоносные перемены. Или вы сами в чем-то будете проводить параллели. И чем запомнится этот период коридора затмений? Или, если мы говорим причинно-следственные связи, мы откроем этот ряд попозже. 2 карты достанем. Чему вы будете больше уделять внимание? Может, так сложатся обстоятельства. Или вам так захочется. Неожиданности периода коридора затмений. И чем завершится, или каков результат вы получите. Общий фон, ваше настроение. 4 чаш – это сожаление, или, знаете, не совсем сожаление, как будто вот есть в вашей жизни какая-то конкретная ситуация, когда вы не хотите продолжать. Меня это не вдохновляет, я больше не хочу, я утратил желание, или я утратил интерес. Вот сложилось то, что сложилось. Это 4. 4 – это у нас всегда символ надежности. Значит, надежно уже в чем-то вы не сомневаетесь. Я не хочу какого-то повторения вот этих 3 разбитых чаш или пустых чаш. 5 жезлов, намерений много, желаний еще больше. По 5 жезлов информационный хаос. Может быть, есть какая-то история вашей жизни, которая обросла множеством информации или новостей, и вам сложно с чем-то определиться. В итоге сама по себе вот такая многозадачность, многоинформативность, она вам может надоесть. Я хочу конкретики, я хочу большего порядка в жизни. И тогда вы будете как где-то избавляться вот от информационной какой-то шелухи. Или, перепроверяя информацию, себе намечать
дальнейшие планы, намерения, цели, а что-то словно окончательно выметать из собственной жизни, правда? Все же упорядочить как будто что-то стоит, потому что в ожидании нет смысла находиться, и вы отчетливо понимаете то, чего вы не хотите наверняка, а вот как это осуществить, видимо, будет задача номер один точно. Император. Вот в итоге уйти как от 4 чаш, так и от 5 жезлов в сторону императора, новых возможностей, нового качества жизни. Вот я хочу, и я действую. Карта соответствует знаку зодиака Овен, и поэтому, мои дорогие, к 8 апреля есть вариант, что кто-то из вас будет точно определен в своих намерениях и целях. Очень красноречиво как раз карты и говорят, что вы настроены будете. Может быть, это уже сейчас вы смотрите, и какая-то ситуация получила развязку. И вы вот теперь на начало даже марта или конец февраля, смотря когда вы смотрите видео, вот то, что я по этим 2 картам сказала, это ваше внутреннее состояние, фон, а это то, к чему вы хотите стремиться, какой-то проект реализовать и точка. И как будто если прежние какие-то методы не сработали, вы, может быть, хотите что-то и повторить, но все же карта императора это может у кого-то свидетельствовать, что есть согласование в высоких инстанциях или с людьми сильными мира сего, или это вы хотите изменить статус по работе, по бизнесу, или через доход, может быть, ваш, да, как пассивный доход. Ну, разные планы могут быть. По императору, уважаемая иерархию, может быть, есть какая-то система, которую вы тоже вынуждены принять, в зависимости от того, где вы сейчас находитесь. Меня люди смотрят из разных стран. Может быть, тоже не получается что-то осуществить быстро или по законам что-то сделать невозможно, но все равно это потребует от вас решений, окончательно с чем-то определиться. Хотя император, если мудро мы говорим император, и он поставил себе цель, и он все равно к ней идет. И если что-то пробуксовывает, он просто корректирует мелкие планы для того, чтобы крупное, что-то важное было осуществлено. Давайте мы откроем, чему вы будете уделять внимание, Иерофант. Мои дорогие близнецы, по этой карте вы готовы учиться. Да, вы готовы, вот с учетом карты императора, это ведь тоже высокие инстанции могут быть, как и согласование, подписание документов, где-то печати, где-то подписи, может быть, соглашения, контракты, у кого-то личная жизнь и партнерские, именно по личной жизни отношения по иерофанту у нас вплоть до бракосочетания проходят. И все зависит от того, какие вы себе приоритеты поставили. Вот тому вы будете уделять внимание. Но это у вас как раз и есть желание идти вперед и не делать ничего, чтобы себе не осложнить жизнь. По карте Иерофант мы учимся на чужом опыте. Кто-то учится и на своем опыте, почему нет? Но не повторить какую-то прежнюю ошибку, это будет точно желание. Или на самом деле жизнь такова, что вам интересны как новые сферы деятельности или сам процесс обучения, у кого-то изучение языков. И вообще я иду дальше, мои дорогие. Карта как раз нам об этом и говорит. Лестница, которая ведет к исполнению желаний. Я иду вперед. Вот это будет для вас самое важное, наверное. Может быть, где-то с философским подсмыслом, но это может, как старший аркан, коснуться любой сферы вашей жизни. Чему вы еще будете уделять внимание? Тут, правда, хотим или нет, какие-то перемены будут. Колесо фортуны. Сами по себе неожиданности у вас выпадают, чему вы будете уделять внимание. Вот те внезапности или та обстановка, которая сложится вокруг вас, она и будет оказывать влияние на вас самих, словно подталкивая вас к каким-то важным решениям или изучению чего-либо, потому что сложилась какая-то конкретная ситуация. И знаете, по колесу фортуны это ведь чаще те возможности, которые нам не дают долго раздумывать или отложить что-то на потом. Нам говорят, придется где-то вот балансировать, словно вот эта девушка, которая на цыпочках стоит на вращающемся колесе, и вам придется вот какой-то волшебный танец, словно, может быть, осуществить для того, чтобы либо
получить соглашение или какие-то открыть для себя самой возможности или использовать удобный момент, который сложился за период, может быть, и коридора затмений. Правда, два старших аркана нам говорят, что перемены сами по себе у вас на пороге, и чего-то вы не отмените. Это как в небесных скрижалях прописано. И вам придется взаимодействовать с той данностью, которая к вам еще и придет, мои дорогие. Вы будете уделять этому внимание. И если прежде была какая-то апатия и грусть, то вот вас обстоятельства жизни словно так раскрутят. Или могут добавить в вашей жизни драйва, что вы, как император, в общем-то, и увидите какие-то свои новые перспективы. Давайте мы узнаем неожиданности периода. Королева жезлов. У кого-то может быть связано с конкретным человеком, который рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент, или сам по себе человек, может быть, который достаточно харизматичен, и он прочно стоит на ногах на земле, мы говорим, да. По карте королева жезлов есть такое значение: меня судьба ставила на колени, но я каждый раз поднималась. Ну, это в равной степени к мужчинам тоже относится. Это человек сильной жизненной позиции, опыта, который он преодолел, и поэтому он видит жизнь. Для меня нет ничего невозможного, и он отталкивается от того, что же он хочет осуществить. Но, с другой стороны, он вам никогда об этом не расскажет. И свои планы он будет ставить на первое место. Хотя эти персоны, если у кого-то проигрывается конкретный человек, они могут быть очень притягательны, как магнит. С такими людьми хочется дружить. Может быть, для вас это будет означать смена окружения, мои дорогие, как неожиданность периода. Туз мечей, я называю эту карту выход из лабиринта. С одной стороны, нам показан лабиринт мыслей где-то, но если мы говорим про иерофант, вот здесь лестница, да, которая запутана, и вот этот самый свет, который зовет за собой. Есть то, что в вас живет, может быть, как мечта. Или, мои дорогие близнецы, то, что вы всегда хотели для себя создать, осуществить. И поверьте мне, вы про свою мечту не раз вспомните в период коридора затмений. И это будет очень важно, потому что это как вот путь наверх для вас. Но вы будете с чем-то определяться, это точно. Для вас практически нет ничего невозможного. Но где-то, может, и придется что-то изучать, где-то и придется балансировать. Но вот это та игра жизни, которая завораживает. Но выводы, конечно, и придется делать тоже. Это вот у нас неожиданности, может быть, по конкретному человеку. Или это дела, работа, бизнес, как ко мне приходят деньги. Как неожиданность периода, важные решения вам придется принимать. Давайте посмотрим, чем же завершится. Ну, нет ничего невозможного, посмотрите. Может быть, это, кстати, карта королева жезлов, про вас самих, да, вот как неожиданность. Вы в себе такие возможности открываете, когда я не хочу, вот как по четверке чаш, сидеть в каком-то забытии. Я не хочу какой-то неразберихи в своей жизни. Я ее упорядочиваю и иду вперед. Очень символично, потому что если мы говорим про ряд карт, выпавший, чему вы будете уделять внимание? Мы говорим, как и профессиональный рост, как и изучение чего-либо, как наук, языков, неважно, обучение на чужом опыте, или какие-то церемонии, или какие-либо оформления как документы, и это будет означать, что ваши планы осуществляются. Более того, мы спрашиваем, чем же завершится карта мага? Для вас нет ничего невозможного. Мои дорогие близнецы, у вас сильная позиция, но даже преодолеть какие-то внезапности, которые могут сваливаться буквально на голову как новость, или воспользоваться возможностями, мои дорогие, для вас будет тоже очень важно. Чем же запомнится период король чаш? У кого-то это будет, знаете, какая-то личная все-таки история, или скорее вы сумеете провести баланс между зарабатыванием денег и личной жизнью, между тем, что я обустраиваю свое пространство, у кого-то, правда, проиграется, как вы будете делать свое жилье более комфортным, или вам захочется что-то изменить, реструктурировать, сделать ремонт у кого-то буквально. Все-таки основание короля чаш – это не ментальность, а именно
практика, и конкретика, и деньги. Поэтому сообразно вот этим трем моментам вы захотите, ну, знаете, как своего крепкого, надежного тыла, на который вы можете опереться. И мы говорим второе направление – это отношения. Значит, и в отношениях вам захочется проявлять эмоции. Нам не говорят, может быть, это и означает в отношениях, если мы рассматриваем ряд карт. Для кого-то из вас, если была какая-то история ваша личная запутана, ну, наверное, по колесу фортуны пространство вам будет помогать определиться. Вы и сами-то не хотите какого-то повторения. И, видимо, отчетливо будете видеть перспективы. Стоит ли продолжать отношения или нет? Или найти выход из этого лабиринта, попытаться, может быть, да? Или все-таки, ну, какие-то новые берега, новые отношения, новые возможности. И для кого-то из вас вот эти новые берега как раз по королю кубков могут проиграться. Может быть, как знакомство с человеком, который от вас на расстоянии, или который человек другой культуры, да, и вы куда-то засобираетесь в путешествие. Может быть. Мои дорогие близнецы, игра жизни вас явно завораживает. Давайте же мы откроем, чем запомнится этот период. Правда, посмотрите, как будто вяжут, создают светофор. И вот последняя нить сейчас будет закреплена, и зеленый свет уже готов. Тройка пентаклей, карта возможностей, карта прогресса, перспективы, карта обучения, карта сдачи экзамена. У кого-то конкретно вы будете, может быть, сдавать экзамены. Ну, может, кто-то на права сдает экзамен, кто-то получает сертификат или заканчивает учебное заведение, а для кого-то из вас это жизненный экзамен, когда я больше не хочу ни разочарования, ни какого-то вот такой тоски в одиночестве. У кого-то и так проиграется. Правда, у кого-то из вас ждут перемены в личной жизни. Давайте второе событие посмотрим. Шестерка пентаклей. Ну, то, что по деньгам какие-то возможности приходят, это точно. И финансовая брешь, если таковая имелась, будет закрыта. Вы увидите, каким образом заработать деньги. С другой стороны, иногда по шестерке пентаклей проходят возможности, как, ну, назовите, как помощь высших сил или, ну, как оказия, которая вам помогает, сложившиеся обстоятельства, которые вам играют на руку, осуществить желаемое, ну, или просто получение денег. Значит, даже из какого-то информационного хаоса, или если вы занимались каким-то вопросом, который упирается, может, это у кого-то с недвижимостью, у кого-то с работой связано, и вы рассматривали по работе много вариантов, или вы хотели переехать и тоже что-то из разряда купить в одном месте, продать в другом месте. Тогда информации много, но конкретики не было никакой. А здесь вот она как будто наступает, и благоприятные вопросы, как и в плане финансов, и период для вас, мои дорогие близнецы, так и для себя дальнейшую траекторию поступления денег, ну, как-то просчитать, сделать более надежной свою жизнь, так вот в целом. Возможности сами по себе. Карта башня, еще один старший аркан. Есть неизбежные перемены, вы можете столкнуться с тем, что обстоятельства вокруг вас будут в дальнейшем меняться. Может быть, нам карты показывают, что, близнецы мои дорогие, вот вы должны использовать любую подворачивающуюся возможность для того, чтобы обустроить свой надежный тыл. Это на самом деле так. Карта говорит, что да, император, есть намерения, но есть еще и, может быть, для кого-то обстоятельства непреодолимой силы или что-то происходит, то, что вы не можете отменить. Так вот, эта обстановка, она не должна вас сбивать с ваших настроек. Карта башня часто говорит о том, что как оковы какие-то падают. Да? Башня – это всегда прообраз тюрьмы своего рода или то, что нас сдерживало прежде. Так вот, теперь вас что-то не сдерживает. Да, может у кого-то это быть и турбулентный период, когда придется быстро принимать решения, или буквально обстоятельства непреодолимой силы, от которых придется уходить, что-то для себя, ну, как новый тезис-план на последующие ваши действия скорректировать. Мы говорили, что император готов скорректировать свои планы, если, ну, как-то обстановка меняется. И значит,
важное что-то, оно должно быть осуществлено. И по карте башня берегите себя, не ускоряйтесь, будьте внимательны к обстановке, в которой вы находитесь. Есть какая-то, может быть, даже как альтернативная вариабельность развития событий, мои дорогие близнецы. И тогда я хотела бы сказать следующее. То, что для кого-то будет означать кризис, для вас будет означать новые возможности и смена статуса. У кого-то этот статус через дела, работу, бизнес или финансы, а для кого-то это будет сопряжено с переменами вашей личной жизни. Но перемены, как будто, посмотрите, император, иерофант, колесо фортуны, они пройдут именно через какую-то ломку либо шаблона, либо стереотипа. Но не заканчиваются. Что-то продолжается. И, может быть, вот эта фея перемен, она очень неудобна где-то. Но судьба все равно находит путь. Все взаимосвязано. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.